Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня вот такая интересная работа из очень красивых ниточек. Три барашка называется компания. Меринос. Ниточка у меня красивая, очень такого вот окрашивания интересного, яркого, необычного. Ссылочка на пряжу будет в описании под видео. А мы сегодня будем вязать митинги. Нам нужно связать 4 вот таких основы. И потом сшить. У меня впереди будет вот такая яркая, красивая пряжа креативного окрашивания. Вот. А это у нас будет тыльная сторона. Вяжутся все 4 части одинаково. И мы сегодня с вами рассмотрим вязание. Крючок у меня 3,25, пряжа 150 метров в 50 граммах, то есть 300 метров 100 грамм. Набираем 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Делаем накид. Во вторую петельку, вот первую мы пропускаем, во вторую вяжем полустолбик. До конца вяжем, до конца ряда у нас должно получиться 13 полустолбиков. Провязали 13 полустолбиков, и у нас осталась одна петля. В нее мы вяжем 3, вот последнюю, 3 полустолбика. 1, 2 и 3. Поворачиваем в обратную сторону. В эту петельку мы уже связали 3, в следующую 13 нам нужно провязать. Они у нас есть полустолбиков в обратную сторону, в ту же самую петельку, которую мы уже провязывали. Вяжем, считаем, должно быть ровно 13. Довязываем до последнего столбика. Вот у нас последний. Делаем воздушную петлю и вяжем в обратную сторону. Опять вот прям в первый полустолбик вяжем. Считаем столбики, 13 должно быть у нас. 2, 3, 4. 13 полустолбик связали. И теперь в самой вершинке у нас было 3 в одном. Теперь нам нужно в каждой провязать по 2 полустолбика. 1, 2. На повороте, скажем так, да. 1, 2. Пряжа очень красивая и интересная. Даже простое вязание смотрится красиво. 1, 2. Дальше вяжем 13 полустолбиков. На вершинке связали, получается 6. Теперь идем в обратную сторону. 13. Довязали до конца, воздушную петельку делаем, разворачиваемся в обратную сторону и опять вяжем 13. Считаем обязательно. 3. Вяжем 13 до вершинки. Здесь у нас сдвоенные столбики. И в каждый столбик, вот у нас здесь их 6, вяжем еще по 2. Вот сдвоенные. Там, где у нас 6, в каждый вяжем по 2, что получилось 12. 13 провязали. Красивая ниточка, прям интересно вязать. И теперь на самой вершинке мы провязываем в каждый полустолбик по 2. 1, 2. 1, 2. В каждой на вершинке при закруглении по 2. 1, 2. В каждой двойной по 2. А потом опять 13 у нас должно получиться. 13 вяжем до конца.
начинаем вязать с обратной стороны и просто ничего больше не прибавляем. Следующий ряд просто полустолбики. Но обязательно считаем, чтобы у нас все было точно по счету. Вам нужно связать 4 таких половинки. Потом мы их сшиваем и получаем красоту. Вот такая у нас красота получается. Обвязали один ряд просто по узору. Вот. Воздушная петля, разворачиваем вязание и считаем столбики, полустолбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 10 провязали. Теперь вяжем весь наш полукруг по 2 столбика с одним накидом, а 10 остаточных вяжем, вот считаем, тоже должно быть 10. То есть в следующем мы вяжем столбик с одним накидом 1, 2 и так далее, пока не свяжем весь полукруг. Вяжем по 2 столбика с одним накидом в каждый полустолбик. Вяжем, 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 10 отсчитываем и 10 вяжем полустолбиками. Краткое описание, если поможет, да? 15 мы набираем воздушных петель, 13 вяжем, 3 в одном, 13 вяжем в центре, которые были провязаны по 3, умножаем на 2, 13 вяжем в центре 6 в полукружье, умножаем на 2, ряд по узору, потом 10 вяжем, все по 2. Примерно вот такое краткое описание, чтобы вы, такая краткая памятка, чтобы потом можно было вязать. Вот так вот у нас получается небольшие изменения, еще ряд изменений. Воздушная петля, теперь вяжем 11 полустолбиков. 1, 2, 3, можно написать 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь вяжем пальчик. На один столбик пропускаем, в следующий вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Один столбик пропускаем, в следующий вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. Это мы с вами провязали большой пальчик. Вот так он будет отличаться. Большой пальчик и 4 дальше. Вяжем. 3 провязали, 1 пропускаем, следующий столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжутся все одинаково. Столбик пропустили. Теперь между будет 2, между пальцами 2 столбика без накида, 1 пропускаем и 5 столбиков. То есть между большим пальцем и остальными 3 столбика, а между всеми остальными по 2. В промежутке 3, 4, 5. 1 столбик пропускаем, 2 столбика, 1, 2. Вот так у нас должно получиться. И еще 2 пальчика. Точно так же 1 пропускаем, 1, 2, 3, 4 и 5. 1 пропускаем, 2 столбика без накида. И
предпоследний, один пропускаем, вяжем мизинчик, 1, 2, 3, 4, 5, один пропускаем, и теперь наша задача просто полустолбики до конца ряда. В обратную сторону вяжем точно так же по узору, полустолбиками, вяжем туда, в обратную сторону, полустолбиками, и там, где у нас столбики, вот 5 штук, мы также их вяжем столбик с одним накидом. Вот. Столбик с одним накидом между 2 столбика без накида. Опять 5 столбиков с накидом между 2 столбика без накида. Точно так же, вот как мы сейчас с вами вязали, нам нужно связать, довязываем до конца, идем в обратную сторону и вяжем по узору. 5 столбиков с накидом, 2 без, с накидом без. Тут у нас 3 столбика. Вот. И у нас должна получиться, довязываем туда и обратно, вот такая половиночка. На синей основе я нитку не отрезала. Мы сейчас довязываем половиночку, складываем и прошиваем. Сшили наши шовчики, выворачиваем на лицевую сторону, вот все наши пальцы сшитые, все хорошо. Теперь сбоку привязываем красивую ниточку нашу. Ниточка на самом деле очень красивая, мягко вяжется, прям мне очень нравится, хотя это мерино стопроцентный, не колется, прям идеальная ниточка. И провязываем 3 воздушные петли. И теперь нам нужно провязать столбики с одним накидом по всему периметру. Примерно вот, чуть-чуть отступаю на одинаковом уровне. Провязываем столбики с одним накидом, а потом мы будем вязать рельефные столбики, лицевой и изнаночный. Первый ряд просто набрали столбики, присоединяемся в самый первый наш столбик. Немножко я сузила варежку, это же у нас все-таки резиночка. То есть через какое-то, да, пространство я набирала столбики. Вяжем воздушную петлю. В первом столбике рельефный лицевой, во втором рельефный изнаночный. Лицевой, изнаночный. То есть вот таким образом рядочка 3-4 надо провязать. Я как-то вязала резинку, и моя подписчица мне написала, почему вы вяжете только один ряд, а больше не показываете. Потому что все остальные ряды вяжутся точно так же. Рельефный лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. И вот так вяжем по кругу несколько рядочков. Вот такая красота у меня получилась. Митинги. Кошечка. Меня попросила связать моя подписчица. Я тоже думала, что это слишком сложно, муторно. А на самом деле вяжется очень быстро. Для чего вообще, для кого эти митинги нужны? В основном для женщин, которые за рулем, да, то есть руль всегда холодный, особенно зимой. Мы его этой частью прижимаем, и рука не мерзнет. Вот такую резиночку я связала, 4 рядочка. Красивое сочетание пряжи, все мягенько, все красиво, все. Вот еще осталось пришить. Может быть, для взрослого человека не нужно пришивать, а для ребенка, допустим, порадовать всегда можно. Как обычно, остаточки пряжи. Я заказывала эту пряжу для шапки ушанка, которая у меня вышла совсем недавно. И в комплект, почему бы нет, почему бы не связать, не порадовать себя и своих близких. Расход пряжи грамм, наверное, 70, грамм 35 у меня ушло синий.
и грамм 35 остаток был. Небольшой совсем остался после шапочки. Вот такая красота. Как вам идея? Обязательно пишите. Подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм. И вяжем вместе со мной. До новых встреч!